Всем привет, друзья! В этом видео мы поговорим о следующем этапе выращивания рассады томатов. До недавнего времени мы проводили выращивание вот этой рассады в комнатных условиях под искусственным освещением. Я несколько видео снимал на эту тему, кому интересно, можете вернуться немножко назад на канале и посмотреть, о чем там шла речь. Но несколько дней назад буквально мы вышли в рассадник и теперь продолжаем выращивание именно в рассаднике. Что первым делом мы сделали? Конечно же, провели расстановку стаканов. Таким образом, расширив для растений жизненное пространство, они теперь не будут вытягиваться, а будут развиваться более гармонично. Друзья, на первоначальном этапе выращивания мы нацеливали развитие растений на развитие именно корневой системы, для чего и проводили усиленные фосфорно-калийные подкормки. Как известно, фосфор существенно помогает нарастанию корневой системы. Для этого проводили подкормки монофосфатом калия. Кому интересно, можете посмотреть вот в этом видео, как и когда мы проводили такие подкормки. Давно известно, что до 6-го настоящего листа на рассаде томатов растение усиленно потребляет фосфор. Вот сейчас, когда на растениях появился 6-й лист, влияние фосфора на дальнейшее развитие растений уменьшается. Фосфор, конечно же, будет нужен и в дальнейшем любым растениям в любой фазе развития фосфор будет необходим. Но сейчас влияние фосфора, еще раз повторю, на развитие растений уменьшается. Вот для наглядности, друзья, посмотрите вот эту таблицу внимательно. Это наглядно демонстрирует то, как влияет, точнее, какие элементы питания в какой фазе развития нужны растениям. На начальном этапе фосфор растениям крайне важен. Затем следующий этап нарастания листьев и развития растения в общем нужен будет азот. И третий этап, конец вегетации, это калийные подкормки. То есть природой так заложено. Фосфор мы выполнили, повышенные подкормки фосфором, первоначальный этап выращивания рассады. Сейчас нам необходимо перейти с безазотного питания, чисто с фосфорно-калийного питания, мы переходим теперь на более сбалансированное питание. И таким образом мы немножко подровняем наши растения, переведем их с сугубо генеративного развития. Почему сугубо генеративное было развитие? Потому что подкормки были безазотные. А азот, как известно, он входит в состав белка. То есть все, что нарастает, и в том числе азот входит в состав хлорофилла и много других функций выполняет в растении, но нам сейчас важно участие азота в нарастании зеленой массы. Да, растения получились компактными, вроде бы крепкими, за счет того, что безазотные были подкормки. Но теперь, когда они вырастают у нас в более комфортных условиях, условно в более комфортных, потому что рассадник это тоже не самые комфортные условия. Днем, когда появляется солнце, выше 30 температура, вентилируем. Когда пасмурно, пониже, ночью опускается температура до плюс 8 градусов, когда заморозок сильный идет, допустим, и печка не совсем разгорится, и так далее. То есть о повышенном комфорте для растений в условиях выращивания в рассаднике говорить не приходится. Но с одной стороны, вроде бы это очень плохо, но с другой и не так плохо, как кажется на первый взгляд. Почему? Потому что выращивание рассады в слишком комфортных условиях приводит к так называемой изнеженности. Друзья, вот что такое изнеженность рассады? Это когда рассада слишком хорошо себя чувствует. Мы все делаем для нее, сюсюкаемся, танцы с бубнами, и в конце концов рассада идет в вегетативную сторону развития, вместо того, чтобы закладывать органы генеративные. То есть плодоношение у изнеженной рассады отодвигается и может быть не таким обильным, каким оно бывает, когда рассада выращивается в закаленных условиях. Но, конечно же, закалки вот эти вот все, они неумышленные, они естественные, и не нужно этим злоупотреблять. Потому что слишком много вот этих стрессов, это уже будет плохо влиять на дальнейшее развитие рассады. Но это короткое отступление. Итак, как же мы теперь будем переводить нашу рассаду с безазотного развития, с генеративного, в развитие сбалансированное? То есть мы должны сейчас, друзья, вот этой подкормкой, о которой я рассказываю в этом видео, продолжить развитие корневой системы,
и продолжить в том числе закладку генеративных органов, то есть будущих соцветий, и в конце концов это будут у нас плоды, ради чего мы собственно и выращиваем растения, но также нам сейчас необходимо подтолкнуть развитие зеленой массы. То есть все это должно вот с этого момента начинать развиваться органично. Фосфор, азот и калий. Вот 3 макроэлемента, которые и будут нам помогать в выращивании. Друзья, где такой баланс? Ну, такой баланс можно найти в универсальном удобрении, в котором в равных частях находятся все 3 эти жизненно важные для растения макроэлемента: азот, фосфор и калий. То есть будем применять удобрения с формулой 20 азота, 20 фосфора, 20 калия. И таким образом, друзья, мы и сможем вот вывести растения на такое сбалансированное развитие после череды фосфорно-калийных подкормок. Если не предпринять меры и не добавить сейчас в подкормки для растений азот, то они могут остановиться в развитии без азота. Все-таки влияние было оказано достаточно большое фосфорно-калийными подкормки. Вот сейчас пора выводить растения на дальнейшее развитие включением в рацион питания азота. Что мы и будем делать? Мы проводим вот сейчас, если посмотрим на растения, видите, сухая достаточно почва. Конечно, частично влага есть в стакане. Вот давайте раскроем. Ну, песочек осыпается. То есть мы соблюдаем как бы вот эти пересушивания. И вот когда наступил такой момент, когда стакан уже достаточно маленькую массу имеет, то есть я чувствую рукой, что стакан испарил много влаги, точнее растение испарило, вытянуло отсюда много влаги, то соответственно здесь влаги осталось совсем немножко. И это для меня служит сигналом, что пора проводить следующий полив. Кормка 20-20-20 повлияет очень хорошо. Если же у вас растения в более генеративном развитии, то есть они немножко присели, то я бы советовал вот в это удобрение 20-20-20 из расчета 10 грамм на 10 литров воды добавить еще, ну, хотя бы 2 грамма аммиачной селитры. На этом видео закончу. Продолжаем выращивать. А вам всего доброго, всего хорошего, крепкой рассады. А прежде всего, конечно же, крепкого вам здоровья. До свидания, до новых встреч.